Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим аджапсандал – знаменитое овощное блюдо, популярное в республиках Закавказья. Рецептов его приготовления очень много, и различаются они совсем незначительно. Подают аджапсандал как самостоятельное овощное рагу или в качестве гарнира к мясу. Оно довольно острое, поэтому особенно понравится любителям пикантных блюд. Для его приготовления нам понадобятся баклажаны, помидоры, морковь, картофель, репчатый лук, сладкий перец, острый стручковый перец, чеснок, свежая кинза, свежий базилик, растительное масло, соль, сахар и молотый перец. Для начала подготовим все овощи, которые я предварительно помыла и некоторые из них очистила. Баклажаны разрезаем вдоль на 4 части, а затем кусочками толщиной 2-3 см. Складываем их в чашу, обильно посыпаем солью, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. А тем временем займемся остальными овощами. Свежие томаты надрезаем с двух сторон крест-накрест, складываем в чашу и заливаем кипятком на пару минут. Делаем это для того, чтобы в дальнейшем снять с них кожицу. А пока займемся картофелем. Нарезаем клубни крупными кусочками, таким же размером, как баклажаны. Сливаем с помидоров горячую воду и заливаем их холодной водой. Пусть постоят еще минутку, а тем временем нарежем морковь. Свежую морковь разрезаем вдоль на 4 части, а затем поперек крупными ломтиками толщиной примерно 5 мм. С помидоров снимаем кожицу, удаляем плодоножку и нарезаем их большими кусочками. Репчатый лук режем довольно крупным кубиком. Сладкий болгарский перец предварительно очищаем от семян и крупно режем. Остроту этого блюда регулируйте количеством красного острого перца и чеснока. У перца необходимо удалить семена и нарезать мелкой соломкой. Чеснок можно выдавить через пресс или измельчить ножом, как в моем случае. Остается нарезать зелень. Для этого блюда я взяла по большому пучку свежей кинзы и базилика. По желанию можете добавить свежую петрушку, а в качестве дополнительной специи молотый кориандр. Пока мы нарезали овощи, баклажаны хорошо пустили сок. Промываем их под холодной проточной водой и отжимаем. Делается это для того, чтобы во время обжаривания баклажаны впитывали как можно меньше масла. Все овощи подготовлены, отправляемся к плите, чтобы их обжарить. И обжаривать, и тушить овощи я буду вот в таком большом сотейнике с толстым дном. Устанавливаем его на плиту и включаем максимальный нагрев. Вливаем достаточное количество масла. А пока оно разогревается, скажу, что обжаривать все овощи нужно на очень сильном огне, чтобы они успели закарамелизоваться, но внутри остались полусырыми. Высыпаем нарезанный картофель и обжариваем его на очень сильном огне до золотистой корочки. Готовят аджапсандал в глубокой посуде с толстым дном. Это может быть казан, кастрюля или сковорода. Как только картофель зарумянится, перекладываем его шумовкой в отдельную посуду, а в эту же раскаленную сковороду высыпаем баклажаны. Обжариваем их до золотистой корочки и перекладываем к картофелю. Чтобы семена от баклажанов не горели в масле, процедите его через мелкое сито. Далее на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лук до появления золотистой корочки. В этот момент добавляем в сотейник нарезанную морковь и, постоянно помешивая, продолжаем обжаривать овощи. Буквально через минуту добавляем сладкий болгарский перец и, не уменьшая нагрев, обжариваем еще минуту.
Теперь добавляем в сотейник половину нарезанного чеснока и острого перца и буквально несколько секунд обжариваем вместе с овощами. После того, как вы почувствуете приятный чесночный аромат, выкладываем нарезанные помидоры и хорошо перемешиваем. Напомню, что обжариваем все овощи на максимальном огне. Вот теперь выкладываем в сотейник румяную картошечку с баклажанами, оставшийся чеснок с острым перцем и засыпаем все нарезанной зеленью. Добавляем по своему вкусу сахар, соль и свежемолотый черный перец. Аккуратно все перемешиваем. Накрываем кастрюлю крышкой, включаем нагрев чуть ниже среднего и тушим не более 15 минут, чтобы овощи не потеряли форму и не превратились в овощную икру. Затем выключаем плиту и оставляем овощи под закрытой крышкой минимум на час, чтобы ароматы и вкусы смешались. На Кавказе очень любят аджапсандал и гордятся тем, что у них есть столь полезное и вкусное овощное блюдо, которое подают как в горячем, так и в холодном виде. Аджапсандал, приготовленный по этому рецепту, получается очень вкусный, сытный, достаточно острый и необыкновенно ароматный. Это блюдо можно запекать в духовке, перекладывая овощи слоями, но самый вкусный аджапсандал – это приготовленный на костре. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты постных и овощных блюд. Посмотрите, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.